Всем привет, ребята, вы на канале Маргулица. Мы сегодня продолжаем проходить Данте Инферно. Остановились на прошлом стриме мы, получается, на круге алчности. Продолжаем мутить. Начать игру. Загрузить. Ехали. Так, что у нас тут? R1. Пропердолим дьявола немножко, дабы дверь открыл. Ага. Ну тут, сейчас, стой. Немного душ надо взять. О, старый знакомый. Вергилий, здорово. Давай пообщаемся. Колесо фортуны. Он стал проводником на небеса. Он переправляет товар от одного к другому. Кто эта госпожа удачи, которая удерживает в своих руках все добро мира? Ты не можешь ее понять своим умом. Она доставляет. Она судит, она поддерживает свое царство. Ей приходится быть быстрой. Как ее постичь? Ее часто распинают на кресте, даже те, кто... Ее часто распинают на кресте, даже те, кто должен ее хвалить. К чему бы это? Как-то стали немного непонятны диалоги, что они имеют в виду. Не совсем ясно. Так, давай-ка вниз, наверное, да? Ну, тут ничего нету. Немного света раздадим этим тетям. А то эти тети довольно... О, новый моб. Я сработаю, что тут застрял. Здорово. Тут Данте Инферно. Забавная игрушка 10-го года. Грехи человеческие. Здорово, Вольгу. Так, кстати, знакомый жердяй, я уже таких мочил. Я думал, это новый. Так, пока я над него отвлекался. Блин. Так, прощаем его. Прощаем его и отпускаем. Блин, засмотрелся. Экшен. Так, давай, простить. Да что ж такое? Все, наконец-то раздали ему немного света. Вот этим ребятам тоже надо пострелять в них. Вон тут северные олени прилетели. Тихо. Все, закончились. Ну, толпы уже гораздо побольше стали набегать на тебя. Больше народу и разношерстного бежит. Ага, как эта херня работает? На предел. Короче, трель. Ну, типа того. Прямо трэшем бы я это не назвал. Трэш, наверное, предыдущая игра ближе к трэшу была. Когда надо было черлидерской зомбарей валить. Ай, не успел. Печалька. Давай заново. Я иду в место, лишенное что-то света. А тут даже, я бы сказал, в принципе, по классическому произведению сделана игра. И по мультику. Так, аккуратненько тут.
Да. Опять наши волшебные камеры. Опять великолепные просто ракурсы. Чтоб ты специально ничего не видел. Так, сначала надо этих двух завалить. Так, стоять, стоять, стоять. Я не вижу, когда она закрывает пол экрана тебе, и куда он. Ладно, давай еще. Рано. Я еще того не завалил. Надеюсь, я его убил. Блин, сейчас же я торможу-то. Надо было с этой платформы, когда поднимается этот здоровенный камень, надо с него сразу же прыгать влево. Я думал, почему-то под ним надо пробегать и дальше по диску этому вращающему. Ладно, торможу. Вот так. Мне кажется, если там аккуратно пробежаться, там по-любому какая-то секретка есть. Вот гадалки прям не ходи. Кстати, довольно-таки долго у нас круг алчности длится. Так, там просто река, да, какая-то. Золотые реки прям, кисельные берега. Все в полной мере. Давай так. Он еще один грешник какой-то сидит. Давай почитаем, что за перец. Так, это Ульвия. Чем-то на Вульву похоже, но в прошлом жена Марка Антония. Но это, видимо, Марка Антония Аврелия, возможно. Может быть. Одержимая невыносимой жадности, ее называли самой жадной женщиной Рима. Она преследовала любую возможность получить власть. Ну давай покараем. Да, ну ладно. Мне кажется, тут скоро босс будет. То мы что-то как-то бесцельно все бежим. Куда-то. А сколько там летучих сволочей летает. Прямо клондайк. Ага, это, наверное, значит, да, у нас рычажок. Подожди. Ну давай. Ну давай его дернем. Я думал, он наверх поедет. Ля какой. Ну здравствуй, северный олень. Я так понимаю, надо его быстро замочить, пока он в лаву не опустил всю платформу. Ну и все. Вот тянате. Так, квадрат, треугольник и круг. И все. Да, эта штука была на время. Это который от нас убегал. Что происходит? Ах ты гнида, он у меня косу еще забрал. А по жопе. Ну ладно, еще раз намочим, ничего страшного в этом нет. Че, зря крест качал, что ли? Сейчас мы ему раздадим цвет. Давай, еще раз. Квадрат.
треугольник и круг. К чему эта сцена была, что-то я не совсем понимаю. О, теперь их трое. Давай, давай. Ой, ты ножка моя, топ неправенькая. Херак. Все, да, больше никого не осталось. А то же они могут же и прятаться, а то потом нападет со спины, говорит, ты нас не убивал. Давай. Ага, надо удерживать и толкать, да? Ну, толкай. Какой послушный у нас этот, как его? О, подожди, я ж тут ползал. Какой послушный у нас гоблин. И на стенке он лазит, и народ убивает. И двери открывает. Прямо это. Не помощника золота. Так, а мне, я так понимаю, нужно сползти вниз просто, да, и раздать статуи пизделей, наверное. Тут такая, наверняка, будет какая-нибудь маленькая головоломочка. Не зря тут эта плита с правой стороны двигается. Вот прям не зря. Да какая мелкая козятка, а? Не поймать прям. Чпок. У меня танкует жопой этот гоблин. Не знаю, кому его отнести? К быкам? Это мега корова. Они прям между ног у меня проскакивают, он не получается его. Так. А, ну ясно, вот этот вот квадратный камень, я не знаю, что это. Перетащить надо будет вот на ту платформу. Делов-то. Грузчик, грузчик, парень работящий. Грузчик, грузчик, груз берет и тащит. Так, и что происходит? Надо, я думаю, от этого диска отойти, да мало ли что. Вдруг сейчас меня покарает. Там где-то что-то происходит, а я вот даже не вижу. Что-то, то, что должно было произойти, не произошло. Давай еще раз. То есть мы этот камень ставим на платформу. Эта статуя опускается. Может быть, треснуть по ней надо. Давай попробуем. По горбу ей. Лагон. Привет. Привет, Лагон. Как тут быть-то? Что-то я не врубаюсь. Лагон. Лайк, дружище. Спасибо за лайкос. Так, вот ставим мы этот ящик вот на ту платформу, которая справа. Опускается статуя. А дальше-то что? Лагон. Это Минотавр. Охрененная какая-то боевая корова. Вот что с ней делать-то, с этой статуей? Может быть, огнем ее?
Нет. И все, и ящик разрушается. Так, спрыгнуть с него тоже нельзя. Он спрыгивает с него по скрипту. Не могу врубиться, что от меня требуется. Блять, хоть бы объяснили, я не знаю. Чё хотят от меня? Вот что надо? Вот поставил я этот камень. А дальше-то что? Больше он никуда не идет. А, погоди. Отсюда надо туда прыгнуть, походу. Ну точно. Семёныч. Статуя убирается, и надо на другую стенку перепрыгнуть. Я думал, вот просто надо что-то со статуей башку и оторвать там, я не знаю. Кого-нибудь там в очко запихать. Но нет. Все более гуманно. Я думаю, God of War было бы примерно такое. Давай, Шуст, быстрее. Бежать он может? Давай, бегом. О. Оп. Все. Неужели? Семенович, надеюсь. Да, Семен Семенович Горбунков, по-моему, да, если я не ошибаюсь, у него фамилия была в бриллиантовой руке. Как раз у нас тут круг алчности. Семен Семенович что-то пригодился бы. Ага, я, получается, тут был вообще. Лагонку. Вроде бы да. Так что у Семена Семеновича был грех, он был алчный. Ну, как бы, его искушали, его деву искушали, его бабки искушали, но он не поддался. Угу. Что-то с этим надо диском сделать. Причем на время. Отпустите, демоны. Замуровали. Твоя мать испортила тебя. Ты был для меня бесполезен. Ага. Прискакали олени. Как их популяция множится, как тараканы. То 2, то 6. Ну чё? Сейчас всех распидорасим по чуть-чуть. Ты теряешь свое время даром. Ад не для слабаков, мальчик. Ну да, ад, по-моему, для грешника. Так-то. Не каждый сможет погрешить как следует. Да, я не попасть прям. Все, наконец-то меня с этой здоровенной штуки скинут. Итак, значит, ты считаешь, что ты лучше своего отца? Полагаю, что я стал таким же, как и мой отец. Тогда возвращайся, трус. Беатрис не заслуживает этого, и я не вернусь без нее. Затем мы узнаем, кто из нас лучший человек. А разве по мультику, по-моему, по мультику и по книге это был его как раз отец. Жирный такой, весь в цепях, там, глаз у него проткнут, этой какого, проткнут распятием. Вот тут как-то странно. А в магазине можно так стеночку приподнять? Красавец прям. Ну да. Симпатичный молодой человек. Это у меня крест такой летает? А, нет, это у него.
давай вот так вот. Мы ему по жопе, наверное, блин, распятием быстрее надаем. Он буйный, блин. Давай тяжелыми ударами попробуем. Резь. Нет, до свидульки. Ну, я думаю, это если у него одна фаза, то будет ничего сложного. И все? Кстати, у нас, по-моему, платформа разрушается. И все. Like father, like son. Давай же, используй меня в качестве извинения. Обвиняй. Тебя переполняет алчность и ненависть. Это все, что ты можешь предложить? Я не ответственен за то, каким ты стал. И я не буду проклят такими, как ты. Все, возьми свет. Возьми свет, встань и иди. Быстро ты его. Ну да, как-то так. Я потому что, наверное, крест прокачал. Крест тут рулит вообще. Можно на расстоянии просто мудохать их всех вообще без проблем. Что-то все зелененькое стало. Магия. Вы нашли новую магию. Грехи отца. Пожалуйста, войдите в экран магии, чтобы изменить привязки кнопок. Да не, привязывать кнопки я не буду. Нет, короче говоря, там были трудности перевода в субтитрах. То есть, короче, когда они между собой перед файтом базарили, он сказал там, ну, то есть он вещал от имени отца. Да, он исцеляет, он, ну, как бы не дает искуситься и заодно всех ведет на путь истины. Ну, давай попробуем, что закрыть такое. Реликвия, да, хорошо. Так, вот так. Ну и все. Такой-то бумеранг просто, короче говоря. Блин, я ожидал от первую магию, которую дали, она вроде забавная, вот такая. Вот вторую дали в похоти. Ну что это, защита какая-то? Ну такое себе. Вообще как бы не алё. И вот крест. Ну что это такое? Это типа на расстоянии что-то делать? Кого-то разъебывать, наверное, так? Ага. Короче, фигню какую-то дали. Нихуя не понял, но очень интересно. Так, прежде чем сохраниться, надо качнуться. Качнуться. Да давай, наверное, в 11 косарей все равно. Денег как грязи, короче. Святая дрожь. Угу. Давай. Вот. А можно еще здесь парочку прикупить. Святое опустошение. И вот так. Ну давай, ладно. Гулять-то гулять. Циклон и душ. А, не хватает. Мало, блядь. Ну ничего, можно занять у соседки всегда. Сахарком. Вот не нравятся мне вот эти все вот эти рычаги, когда ты их нажимаешь, какая-нибудь жопа происходит. Можно без этого? Ну что, поехали кататься. Нет, тут вообще простых мобов просто сразу разваливает. Прям можно кричать аллилуйя издалека. А в God of War, по-моему, он чем там? Лук, да, лук и стрелы у него были, по-моему. Ну, а тут крест просто. Животворящий. Вы куда-нибудь закончитесь, нет? Клювозора. Как голубей у нас на площади. И сейчас серут. Мощный. Да, он, короче, вообще рулит тут неплохо. Просто треть и мобы. Вот к ним даже можно не подходить. Так что, кацай на ближний бой. Но я все равно стараюсь более равномерно качать.
Всё, я этого даже забил и не заметил, короче. Там был чувак, который крутится постоянно. Пополняем маги. Хотя я вообще, в принципе, ей не пользуюсь просто. Ну, может пригодится когда-нибудь. А главное, от следующего грешника не забудьте его простить. А то мы это... Не очень равномерненько. Гаммер, привет. Здорово, Баргеймер. Проходил Данте Инферно? Бартгаммер, лайк. Спасибо. Я помню, я начинал где-то, лет, наверное, 5-7 назад. Я ее начинал на PSP проходить, потом что-то забросил. Так-то игруха прикольная, но это голимая пародия на God of War. Ну, если это... смотреть на ее косяки, то это пародия. А так, в принципе, достойная Нет, игрушка. не проходил. Первый раз вижу эту игру. Советую как-нибудь. Попробуй. Но этот, как, если, опять же, имея в виду то, что она идет только на эмуляторах Xbox 360, PS3 и... и PSP. Чтобы ее запустить, пришлось тоже с бубном поплясать. Уж очень мне в нее поломать хотелось и пройти до конца наконец-то. Игрушка стоящая. Да, ёп, ну зацепляйте. Мудак. Тот, кто не познал смерти, следует дорогой мертвецов. Интересное высказывание. Он, наверное, там коленки все содрал, пока ехал. Разный грех тянул их ко дну. Коли не зашел ты так далеко, что-то там, ну, они быстро пишут. Я не успеваю проговаривать. В отломку. Сено хорошо и косить. Ну да. А ёп. Чё за хрень, я не успеваю. Ты знаешь, людей, страдающих, отказывающих от добродетелей и разума. Как он угарно спускается. Ну по-любому бы он там все коленки бы ободрал. Ну, ай-яй-яй. Нет, надо посильнее раскачаться. Какая-то падла тут эти шипы поставила, чтобы ты по геморрою не перепрыгивал. Так, тут мы сейчас зацепляемся. Давай пошибче, я разбегусь. Все, наконец. Гнев. Наконец-то новый круг. Гнев. Который что-то подзапарился по этой алчности бегать. О, старый знакомый, Вергилий. Ну давай, рассказывай мне свою очешуительную историю. Узрите души, гнев в которых возобрал. Солнечными лучами они были некогда исполнены. Исполнены ненависти. Здесь же внизу, в черной грязи реки, Стикс слезает никогда не рождаться. Ну да, я люблю такие игры. Прикольно. Ну, так, в принципе, это вот прям God of War, это прямо вот чуть-чуть даже Devil May Cry взято, ну. Слышу, что сказать? Поэт, не придет ли мой конец? Не бойся, ибо никто не сможет лишить тебя этой дороги. Той, которая была тебе уготована. Какой дороги? Маркировка производной. Как-то они все загадочками вот так вот. Интригу, наверное, не хотят нарушать.
Грешники, кататься поехали на теплоходе. Теплоход Иван Тарасов. Ту-ту. Слушай, такая же фигня, по-моему, тоже в Алчности была. Тут прям в самом начале. Плывешь на платформу, потом ползешь по вот этой вот веревочке и опять прыгаешь. Вот, да. То есть, видимо, они совсем париться особо не стали, короче. Давай, говорит, то же самое сделаем, только краски поменяем. О, пальцы чьи-то. Здравствуйте, пальчики. А? Бля, опять черти. Точнее, черви. Хреновое создание. Пошел в оба. И кто-то в ближнем бою, мать. Пикач сейчас грызанет. А, кем ты угадал? Возьми свет, тема аллилуйя. Блин, он причем, когда ты стреляешь, подпрыгивая, он сначала целится в ближайших, которые на земле. Верхних ее вообще его не интересует. Варгамер. Как-то так. Боевка супер, как по мне. 10-й год игруха. То есть ей уже на данный момент уже 11 лет. От того. О, ручонки всякие чуть меня не притянули. Царство тьмы. Варгамер. Ах ты падла. Чуть-чуть не допрыгнул, но вот как обычно во всех слэшерах проблемы с платформингом нахуй. Ты прыгаешь, а не видишь куда. Чисто ориентир. Эй, что за дела? Что-то держать. А, я понял. Тут все падает. Кстати, там какой-то фонтан еще. Надо как-то до него добраться. А, ну нормально даже допрыгнул. Я думаю, мне вот в ту башню налево. Ой, направо. Там, где башка какая-то торчит. А 30 серебряников Улды, да. Это я ищу. Так, а что делать-то? Мне куда? Ну, давай спихнем это на платформу. Вот так. А, вон там и проход. Задний. Ага, там это все ниже, да, едет? А, нет. Но я думаю, со мной бы обязательно поехала вниз. Так, Вергилий, мы сейчас с тобой обязательно потрещим. Давай-ка. Заюзаем, а то вдруг потом не дадут подойти к фонтану. Ну, имя Вергилий это стопудово Devil May Cry разрабы взяли из божественной комедии. Данте и Вергилий, мать его так. Души негодуют, сколько наверху людей считает себя королями, а здесь они все будут лежать как свиньи в болоте, позабыв о своих суждениях. Что означает эта башня вдалеке? Кому она подает сигнал? Мы нашли реликвию, зов Медузы. Через болото плот переправляет проклятых Ивших Легаса, лодочника. Вот я бы с Вергилием, наверное, бухать бы не сел. Он, блядь, правда, вот какой-то странный. Он какую-то херню говорит, а вот что базарит? Ну, как бы ты понимаешь, о чем диалог, но в целом, в корне не понимаешь, что суть его. Он какой-то двинутый. Надо... А, как? Она светится. Что мне с ней надо сделать? Как они прям мучаются там за стеночками. Давай, окей. Хлоп. Кстати, можно ту способность качнуть, которую хотел. Ну ладно, потом. Я думаю, еще будет время.
Перед каким-нибудь сохранением. Может быть, вниз надо идти? Подожди, ты не перелезай. Вот, какая-то клака. Я думаю, меня руки утянут, если я близко подойду. I'll spoon out your kidneys and feed them to you. Там кто-то ругается на меня. Я ни при чем, я за телкой пришел. У вас бордель. Блядский. Он так зловеще появился, чтобы сдохнуть через секунду. Ты что, идиот? Я думал, сейчас кто-нибудь клевый будет, я не знаю. А тут какие-то типичные мобы. Я разочарован. Была у нас алчность. Было чревоугодие. Тулу. Ну, он же похоть. Что у нас еще было? Бартгаммер. А там насколько долгий сюжет? В смысле, вот здесь? В этой игре? Ну, сколько у нас получается? 9 кругов ада и последний, где нужно сатану завалить. Бартгаммер? Да. Не очень, в принципе, длинный. Вот у меня второй стрим. Я думаю, то, что часов где-то 10, я думаю, весь сюжет. Не думаю, что она очень длинная, хотя... Бартгаммер? Хрен его знает. Скорее всего, не очень длинный, я думаю, за 10 часов пройти вполне реально. Так, мне прямо или вот туда? Давай попробуем. Алчность правильно разгубила, да, короче? Бартгаммер? Хреново, что я на ПК не выходила. Так, прощаем этого чувака. Ай. Не ту комбинацию прощения. Все. Простили мы одного. Тихо, 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 тихо. Надо подразмотать. Ай, я его перебил, короче. Он так умер. Стоямба. Да. У этого врагов больше, он помощнее лупит. Тихо, тихо. Главное его не перелупить. Так, этого тоже прощаем. Да в смысле я нажал? Что за херня? Все. Он взял цвет. Блять, еще один. У рогатые кончитесь когда-нибудь? Нет? Прям подняться не дают. Замахивается уже. А можно его выебнуть просто с платформы и все? Все? Блин, а вот туда-то хочется. Ну уже все. Вот прямо с левой стороны там какой-то проход был. Ну ладно. Нет, так нет. Еще серебряников насыпали. Я думал, там это... Кто-то уже меня поджидает. Она истекала кровью. Слушай, по-моему, гнев это как раз про него будет речь идти. То, что сам Данте, типа, начал гневаться и мстить за свою телку. You are weak, coward. Тогда это уже немножко получается украден сюжет из фильма 7, если так будут события развиваться. Ну давай качнемся пока того самого, пока мы рядышком с сохранениями, чтобы потом это все дело заново не покупать. И сохранячек. Бартгаммер? Из какого фильма? Фильм просто называется 7.
7. Там, где маньяк убивал по 7 смертным грехам. Но по этой игре есть мультик. Или игра по мультику. Варгаммер 7. 7. Ваш безукоризненный отец в настоящем отпускает вам. Мы пришли сюда убивать этих еретиков. Мы пришли, чтобы вернуть священную землю. С каких пор еретики приравнены к христианам? Хватит. Ну, хватит, так хватит. Мои дети отомщены. Разве у меня нет причины радоваться? Children are avenged. Have I not? Гекуба, царица Трои, которая стала свидетельницей падения своего города в бою. Ее несчастная страдающая душа находится во тьме ада, осаждаемая проклятыми, хлещущими ее бичами. Субтитры немножко не вмещаются, тяжело читать. Давай прощаем ее. Варгаммер. Подобная серия была в сериале Код Сквот, где маньяк убивал людей, которые согрешили тоже по 7 грехам. Угу. Значит, получается, у нас украли сюжет. А сериал какого года? Просрал маленько. Ну да ничего. Да, ёпта. Идите в жопу. 360. Варгаммер. Сериал до сих пор снимают. Значит, получается, концепцию сериала «Пес» украли у фильма. А фильм взял у Данте Алигьери. Начался где-то в 2016, если не ошибаюсь. Ну, книга «Божественная комедия» написана в 1300, по-моему, 15 году. Он ее 13 лет писал, он начал, по-моему, в 1304, а закончил что-то, по-моему, где-то в 18. Короче, все украли идею о мужиках Алигьери, а потом начали ее использовать по-всякому в своих коварных целях. Еще Спауна напоминаю. Именно игру Спауна. Так, держать. Ну а чё ты не хватаешься? А чё не хватает? В смысле? Ну, держать. Я старался, он мне почему-то ее не хватил. My children are avenged. Фильм Спаун. Let me rest. Так, мы ее прощали. Блин, опять это мини-игра. Ну, кстати, да, в принципе, немножко что-то со Спауна немножко есть. Прям как атмосфера какая-то вот такая. Легкая, ненавязчивая. Да, ёпта. Идите вы в жопу. Вообще еще не попал. Хрен с ним. Это просто дополнительные очки. Кстати, ребят, вопрос на засыпку. Если бы у вас была бы возможность снять порнофильм, на каком бы сюжете он основывался? Ну, допустим, если взять какой-нибудь фильм там, «Титаник», допустим, и из него сделать порнуху. Вот, на выбор чисто. Какой бы взяли фильм? Крутим. Все, поехали.
Вот теперь она доехала до конца, и я могу ее, блядь, управлять. Пошли в жопу от меня. Ладно. Хороший вопрос. Героин ведь надо мне. Так, это надо разбить. А как тебе порнушка кладбище домашних животных? По-моему, это была бы жесть. Да, блядь. Так, он где-то рядом. Неужели? Нарисовался. Ай-яй, я не успеваю. Сейчас все гореть начнет. Все, поехали. Так, мы едем или не едем? Тихо, тихо, тихо. Тут прям все на время. Ну, все. Ладно. Хэллоуин или пятница 13 в этом жанре подойдет. Или улица Вязов. То есть Фредди ночью приходит и дрючит подростков. А, неплохо. А вместо лезвия у него члены. Прям кентай какой-то. Так, ну вот что, я подставил. Блин, как криво он отставится вообще. Так, все, быстренько, быстренько доезжаем. Ну или этот, как его, то же самое, пятница 13, Джейсон Лукас ходил бы со здоровенным дилдо, черным таким, нигерским, и тем бы напихивал как следует. Бля, прям не дают довести до конца это дело. Да, причем ее обязательно нужно было до конца доводить. Эй-эй-эй-эй. А, я не успею. Я думал, на эту херню можно запрыгнуть, на этот бордюр. А там, оказывается, суки... Блять, и все заново. И там этот рычаг дебильный. Вот сволочи. Но его же не было видно, этого же рычага. Нужно было обязательно туда сбегать и посмотреть, как там дела обстоят. Опять, великие камеры наше все, короче. Вот в этих слэшерах просто... По жопе бы надавал этим чувакам, которые ракурсы камеры делают. Чтобы максимально тебе не было понятно, что там происходит. Ладно. О, 630, ни хрена. Да-да-да. Все, до свидания. Лагонку. Я последние ужастики не смотрел. Так что даже по новым фильмам ужасам не подскажу. Заклятие только если. Я последний раз смотрел «Заклятие 3». Такая херня вообще. Первая самая нормальная. Вторая уже как бы так. Потом какие-то там предыстории, какие-то там ремейки, не ремейки, хер поймет, короче. Вообще уже история от тебя изжила. Они там пытаются бабок на ней еще там поднять. По-моему, не вариант. Блядь, они взрываются и относят тебя еще. Вот в чем засада. А как тебе?
Порнушка с фильмом «Зеркала». Тоже забавно. Мужик приходит домой, смотрит в зеркало, дрочит. Либо зеркало дрочит ему самостоятельно. Такой вариант. Или фильм ужасов «Зеркала», короче. Мужик с зеркальной болезнью пытается подрочить, а члены не видит. Ему брюхо мешает. И все. И финал, и титры, короче. Да быстрее ты его мочи. Блять, он не в ту сторону сейчас стреляет. Да идите вы в жопу. Я не успеваю. Блять. Надо еще ракурс этот сраный поймать. Так, давай быстренько, быстренько в темпе. Все, тащим это говно. Кстати, в принципе, для костюма Терминатора не обязательно там какой-то гениальный спецэффект, достаточно просто помазать пульс серебрянкой, короче, и все. Тихо, сейчас все загорится. Прям надо до края топить. Быстрее! А куда ж ты лезешь? А, ну все нормально. Я успел. Слава яйца. Да. Это было немного сложновато. Барт Гаммер. Слава яйцу. Да. Барт Гаммер. Запомнил. О, Вергилий. Сейчас мы с тобой обязательно потрещим, братуха. Там вон, я смотрю, грешник еще болтается один. А, это просто козел. Сейчас мы козла осветим и до свидульки. Реликвия. Я вот не знаю, нахрена я их собираю, может быть, потом как-то в ломбард сдам, я не знаю, на металлолом. Ныне, сын мой, город Гадес возвышается рядом, обеспечивая приют своим проклятым жителям. Вечный огонь, который пылает здесь, окрашивает мечеть в красный в Нижнем аду. Хоть одна душа раньше спускалась так глубоко, из верхних кругов. Редко, но однажды я был вызван Эрихта. Вскоре после моей смерти она отправила меня вниз, чтобы вытащить душу из круга Иуды. Подожди, круг Иуды, это же получается предательство. Какой это круг? Ниже всего, чернее всего и дальше всего от небес. Я знаю дорогу. То есть, короче, в жопе мира. Прям как мой город. Сейчас сериалы рулят. Фильмов, на мой взгляд, стали мало хороших делать. Да знаешь, в принципе, и сериалы тоже довольно-таки тяжеловато найти подходящий, чтобы прям вот залипнуть на какое-то длительное время. Последнее, что из сериалов я смотрел, это, по-моему, блин, «Пацаны» было. Ну и тоже, видишь, он на любителя как бы. И то они что-то с последним сезоном как-то вот, ну, уже начинает среднячок какой-то быть. Филиппо Аргенти, разгневанный политик, препятствовавший возвращению Данте во Флоренцию. Их семьи были соперниками, и Аргенти обобрал семью Данте, когда тот покинул Флоренцию. Ну, давай, наверное, вора мы покараем. Нет, говорит, я всеплю тебя поганство. Только, говорит, по лицу не бейте, я в него ем. Пошел в жопу. Караем всех. Ну как, не всех, только избранных. Че, поехали кататься? Поедем, красотка, кататься.
топе Стикса. Так, это получается река Стикс. Все приблизительно прикидывают, сколько Хэппи, он так и называется, просто Хэппи. Давайте все сюда бегом. Сейчас я вам по жопе надаю. У меня крест мощный есть. И скорее всего сила земли. Прикинь, Данте с огурцом в жопе атакует посланников ада. Прям как Малахов завещал, животворящий. Поп огурец. Главное, в течение игры из жопы не выпустить огурчик. А если он упал, поднимаешь с пола, надкусываешь часть, которая была в жопе, и запихиваешь обратно. Ладно, может, на работе будет возможность, гляну. На работе бывает такое. Есть возможность посмотреть что-нибудь. Особенно там сериалы заходят, которые короткие серии. Полнометражные фильмы не всегда есть варик посмотреть. О, какая рука у нас. Упыркой. Ну, какой-то здоровенной черепахи поехали. Ай. Ну, я первый круг прошел, чем треугольник. Мне пора. Удачи всем. Давай, счастливо. Спасибо, что зашел. Так, треугольник нажмакал. Ай, бля. Квадрат. Мы, походу, будем несколько раз то есть кат-сцену смотреть замечательнейшую. Ну что, разрабы зря старались. Там постановочки, вся фигня. Сколько спецэффектов, сколько денег было положено в это дело. Так, треугольник. Нажмакаем треугольник. Теперь квадрат. Икс. Главное еще перенести раскладку геймпада от Xbox в башке и быстро. Да твою мать. Я, видимо, еще не проснулся. Так, квадрат. В смысле, я нажимал, блин, я просто сидел сейчас и спамил этим квадратом, я не знаю, что за хрень. Давай посильней. Будем еще активнее спамить квадрат. Квадрат. Я не знаю, насколько чаще его надо нажимать. Может быть. Еще чаще. Видел видос про одного чувака. У него, по-моему, в секунду 16 нажатий было. Я не знаю, как это возможно, но 16 нажатий в секунду. Ля какой злой. И рогатый. Бедный и горбатый. О, старый знакомый. Причем это даже не босс. Это просто декорация какая-то. Наверное. Я не знаю. Но она такую. Декорация, которая тебя убивает. Тихо. Я вот думаю, цвет стоит всем раздать. И как, надо камеру поправить, чтобы я не всех вижу. Бам, все взрывает. Ты что происходит? Слушай, он открыл нам двери.
Что это летит такое? Почему у меня такая судьба? Я полагаю, что у нас была сделка. Почему Данте бросил мне? Бросил меня. Субтитры, короче, корявые. Как обычно, баба какую-то снягу с дьяволом подписала, вот теперь и страдает. А мужик ее выручает. Прям стандартный расклад. Ну тут сейчас еще партия врагов будет, по-любому. Странно, но нет. Да, я не вижу, что происходит. О, абортируемые дети, да, нерожденные. Маленькие козявочки. Раздадим им немного цвета. Я думаю, он им пригодится. Пошли в жопу от меня. Да, тут и жердяи, короче, и все, кому не лень, пришли сюда. Так, а этого прощаем. Возьми цвет. Что у тебя? Ай-яй-яй-яй. Бля, вот они редкие, как понос вообще. Они просто подбираются и чик-чик-чик, ты не успеваешь, что просто получаешь по щам от них. Ну как же, без рогатых. Нет, тут, короче, буквально, сколько у нас мобов? Рогатый олень, рогатый козел. Что происходит? Не, баба тут. Так, рогатый олень, рогатый козел, телки, это 3 получается. Потом нерожденные дети 4, крутящиеся 5, жердяи 6. Ну и обычные самые первые мобы это 7. 8 летающих хреновины, которые там эти пчелки, блядь, майя. И все. Рогатый олень, рогатый козел. Ну а правда, что, как их еще назвать? У одних рогов поменьше, они поменьше пизделей раздают. У оленей рогов побольше, они шибче тебя мочат. Вот он, козел рогатый. 2 же рога. Вот на ему по час, да. Вон, не видишь, сколько пчелок налетело? Они кусаются, бля. Бля, вспомнилась ситуация, я однажды иду по стадиону, по диагонали стадиона прохожу, и у меня со всего разума, нихуя, сколько козлов. Чё ни хера я там просто пачками их уничтожаю. Короче, иду по диагонали стадиона, и мне пчела как херанула просто в шею, ни с того ни с сего. Я вроде ничего не сделал, а она меня жалит, падла. Опа. Так что, пчелы коварные. Давай покараем. Давненько не карали никого. О, козел, иди-ка сюда. Ай, перелупил я козла. Опять женщина. Блядь. Короче, баба это голимая росомаха. Самый противный бабы. Даже вот эти олени не такие противные, как бабы. Бабы тоже олени. Я помню, меня тоже так человек. Ай. Только я был не один человек виноват. А дело дураки, человек не вот. Пчела, наверное, жестко не хотела, чтобы ты ее сожрал. А то я даже вообще ничего не сделал. А есть захотел, так сказать. Надо было укусить пчелу в ответ. Баргань, а поела пчела.
говорю, укусить в ответ. Чтобы не повадно было. Я ему даже урон не наношу. Подожди, вот что-то тут народ прям спавнится и спавнится. Может быть, я что-то не делал? Ну понятно, он должен был кулаком раздолбать. Раздолбать мне этот проход, короче. На, ты, ладно, я прям видел, как он бежал на меня. Что-то я не это затупил и не стал, ну, думал, пусть мимо пробежит. Ну да, тоже такого не бывает. Давай еще раз караем. А вот этого мы полюбим маленько. Тихо, тихо, тихо. И прощаем. Привет, доброжелатель. Спасибо за лайкос. Так, прощаем. Все, простили его. Простили и отпустили. Он принял свет как следует. R1. Я надеюсь, не зажуют там в стенку. Я бы так близко не стоял, на самом деле, ко мне, а то вдруг там член попадет туда. Это будет опасно. Или ботинки подгорят, что тоже не очень хороший расклад. Ну тут, походу, уже прям близко-близко к концу. Беатрис. Когда ты предал меня с той девушкой, ты предал мою истину. Она поклялась своей душой, что ты будешь верным. Ее вера в тебя была очень трогательной. И я подумал, как раз она то, что... она мне и нужна. За это я твой вечный должник. А теперь пусть моя сила протечет через твою душу. Присоединяйся к нашему союзу. Вместе мы вернем рай. Прям как коммунизм. Пролетарии, все страны, объединяйтесь, там вся херня. Не делай этого. Она типа сожрет запретный плод, да, типа того, что-то вот. Гранатик. В глаза бы себе лучше его выдавила. Преданная утратила свою веру. Неподкупная стала прогнившей. Воистину невиновная дала дорогу для грехов. Для грехов человеческих, как и всего прочего для нее. Кто теперь может отрицать мои права? Засос с языком. Какая грязная тетка. Я так понимаю, мы сейчас ее мочить будем. Изгонять, так сказать, из нее все вот эти вот шаловливые ее загончики. Проститутскую извилину выпрямлять. А он вообще взял на исполина силы и поехал. А что, так можно было? Баргамер? Ну, мне тоже. Давайте, Цион. Баргамер? Круто. Блин, а этот чувак побыстрее может идти? Пробежать, нет? Видимо, нужно... А надо, видимо, посмотреть... Баргамер. Удачи и здоровья всем. Спасибо, тебе тоже удачи. Ну и здоровья, естественно. Сейчас уже модно всем желать приятного, крепкого здоровья. Так, проклятые могиды были поглощены пламенем, освещая все вокруг светом во 100 крат горячее расплавленной кузнечной стали. Кругом были слышны жуткие стенания, могущие идти лишь от сбившихся пути, мучившихся и, наверное, утерянных, навечно утерянных. Походу мы на самом дне.
Без меня что, камера не двигается? Надо ее управлять? Аренка на Колизей похоже. Прям раздолбанный Колизей. Надо постучать. Легия. Нажмите удар со взмаха, пинок, продолжить. Здравствуйте. Я за службу доставки. Опять двери закрывают. Да, слушай, это здоровенный чувак. Он прям наверное, вот эти вот, на которых здоровенных я катался, город Гадес. На здоровенных, которых я катался, они ему, по-моему, ниже колена даже вообще. То есть он вообще большой. Разойдитесь. Батя в здании. Есть. Не, ну эпичненько все смотрится прям. Просто замечательно. Всем надаю по жопе. Да, слушай, за это лучше прилетает. Можно и полупить. Давай, вот это разрушим еще. Надо заняться особо нечем, я тут как Годзилла в аду. Хожу, все ломаю только. Ну, ломать не строит. Сейчас, я думаю, пока доберемся до него, а идти, скорее всего, путь не близкий, так что десятку, я думаю, можно будет заработать. О, 7600. Как тебе такой, Илон Маск? А вот там что-то мостик хлипенький, мне кажется, я оттуда свалюсь просто. Ну и тут он, конечно же, из последних сил просто зацепится там. Вся фигня. И музяка прям тревожная, нагнетающая. Как будто сейчас все произойдет вообще. Там вообще, я смотрю, то, что ничего не прорисовано. Ни замков никаких, ни хрена. Мост упадет. Да. А нет, смотри-ка, пока не падает. Их надо замочить? Или просто по ним пройтись? А куда бежим-то? Муравьи. Так, рукой машем. Ну вот и сломали все. А теперь прыгаем. Такого красавца разбомбил. Ну не стыдно, а? Ай-ай. Опять прыгаем. Элемент платформинга не самая сильная часть этой игры явно. Так, надо спуститься. Сначала спускаемся. Но ниже положено, он спуститься не может. А как он тогда упал тогда у меня? Все, держимся. Спускаемся. И раскачиваемся. Я думаю, что мне вот на эту херню надо падать. Оп, все, погоди. Вот так вот мы сначала раскачаемся. Нет, слушай, не получается. Давай ниже. Вот так. По идее, она должна вся сломаться. Взял балкон, разбомбил. Мародер прям. Варвар.
спуск на веревке. Но... По-моему, они этим должны меня были учить еще в самом начале, разве нет? Так, ну ладно. Да я сохраниться хотел. Что поделать? Что-то за порция глупых обезьян была, я не понимаю. Сейчас нужно обратно вниз раскачиваться, пока эти шипы не вылезли. Давай, 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 бегом. Все, я успел. Вот чудо. Чудо чудное. Так, я, по-моему, тороплюсь. Сейчас можно очень быстро отсюда свалиться. А куда мне падать? Ага, ну давай прям тут. Держись. Держись, мужик. Демоны, а? Ну давай посильнее. Они еще и с другой стороны. А куда мне? Направо или налево? Все такое вкусное. Так, ну окей. Так, если здесь у нас раскачиваться, то... Я вот тут не вижу вообще, куда падать. Зато я вижу, куда зацепиться, за что вот тут можно. Все, отвали. Давай чуть-чуть пониже спустимся. Сначала нижних надо завалить. Все, тут больше никого нет. Так, тогда максимально вниз. Сейчас смотрим. Прям за огнем там как раз есть за что зацепиться. Когда он раскачивается, прям анимация очень похожа на «Принц Персии». Ну? Мне прям в это окошечко, да? Кира, что свет животворящий делает? А мне вот сюда, наверное? А нет, смотри, слушай, мне просто вниз. Ересь. Подожди, ну ересь это уже на нас просто ложь. Разве ложь это был смертный грех? Ну да, походу. Здесь вы найдете еретиков и последователей каждого культа и языческой секты. Все они похоронены вместе, горя в вечном огне. Можно ли увидеть здесь проклятых? Вы нашли реликвии, ярость Фаринаты. Эти гробницы останутся закрытыми до Иосафата и страшного суда. Лишь тогда они получат тела, которых были лишены. Опять он загадками. Загадочный Вергилий. А те наверху секреты я, видимо, у меня не получится получить. Ну и ладно. Как говорится, жадины говядины. Да, мы сейчас на нем крест качнем. Ай, блин, я его перелупил. Ну давай вот этого сильно не полупим. Надо очень постараться, чтобы его не перемочить. Так, тихо, ну. Вот, все, прощаем. Все, возьми свет.
Возьми свет. Шпок. Че, не прокачалось? Надо еще немножко, да? Ну вот одного только я. Погоди, погоди. А, он взорвался. И добиваем крестом. Костя Рика Видеослик. Привет, отличная игра, еще на PS3 проходил. Здорово, Костян. Это тоже есть PS3, эмулятор третьей плойки. На эмуляторе Карабокса она вылетает, а на ПК ее просто нету. Поэтому все так произошло. В общем, пришлось с бубном поплясать, чтобы ее нормально включить. А так я ее начинал проходить на PSP. Давно еще, но до конца не дошел. Забросил. Поэтому вот решился восполнить пробел. Ляч, нихера голубей. А почему он не сгорел? Ему как минимум должно было рога подпалить. Пошел в жопу. Не дергай рычаг. Падла. Давай вот тут просто подождем. Мне его не замочить, тупо не успею. А, вот оно че. Костя Рика Видеослики. Да, На это... войны похоже. Они просто взяли, короче, божественную комедию и бога войны. И сделали нечто свое. Как ты, падла, он меня на огонь толкает. Тут так же, вот, допустим, как в God of War, надо эти, как его, блин, я опять его перелупил. Надо также здоровье пополнять в фонтанах, магию тоже фонтаны. Единственное, что реликвии тебе раздает брательник Вергилий. Ну, не брательник, точнее, брат Вергилий, это у нас в Devil May Cry, а тут Вергилий просто, ну, как бы, сопровождающий тебя до финального круга. А в этом, как он, ну, вот, Вергилий, он раздает тебе реликвии. В God of War, во всех частях у тебя Кратос просто сундуки открывал. Та же самая примерно фигня. Так что очень много взято с God of War, прямо даже некоторые стенки нарисованы. Тут костюмы еще открываются. Ну, пока, я, кстати, вот пока не залезал в эти, не залезал в открытые мной там, ну, всякие вот эти ништяки, пока вот просто сюжетка и все. А там, то стопудово там есть какие-то костюмы. Интересно, есть костюм горничной? Я бы хотел побегать горничной с косой. Вскоре после моей собственной смерти я увидел великого, спустившегося и возглавившего группу древних душ. Наш родитель, его сын Авель, Ной, Авраам и многие другие. Мерзкая равнина дрожала со всех сторон, и мне казалось, что сама вселенная впала в любовь. И все. Вот он, ну, в начале игры, этот Вергилий, он как бы более-менее какие-то внятные повествования давал. А чем глубже в ад заходишь, тем у него больше кукуха съезжает. Он как-то загадочками начал действительно говорить. Я практически уже потерял нить диалога его. Точнее, монолога. Что он хочет до меня донести, не совсем понятно. Так, ну тут явно мы будем прыгать по этой всей фигне. Только я пока еще не определился, в какую сторону вообще. Так, вот он, грешник один. Хорошо. Давай. Костя Рика Видеослик. Тут есть загадка. Ну вот туда сейчас мини-головоломочки такие. Но это было в God of War. Это было, в принципе, в Uncharted.
тоже немножко что-то вот с Uncharted головоломочками отдает. Знаешь, там типа повернуть какую-нибудь статую, чтобы это все заработало. Ну, такое ощущение, то, что ну, вот ничего своего из идей нету. Император Фридрих II. Король римлян с безграничной жаждой войны. Его душа обитает в круге ереси в качестве наказания за его постоянные войны с папой и церковью. Я так понимаю, с батей и церковью он воевал римским, да? Ну давай, прощаем его. Прощаем и отпускаем. Охота крест еще немножко качнуть. Уж больно он заходит для всякого массового покарания мелочи. Прям вкачал я его как следует. Хотя, по идее, старался более-менее равномерно прокачиваться. Ах, не успел. Время вышло. 630. Ну, стандартно. В принципе, я всегда так. 600, 660 вот максимум у меня получается. Так. Моя душа свободна. Праведность. Вы получили уровень святости 4. Теперь на этом уровне открыты новые способности. Хорошо. Soul Reaper. Достижение какое-то открылось. Я думаю, третья плойка будет мне в душе благодарна. О, новый моб. Оадрякс. Оадрякс. Давай ему света немножко раздадим. Нихуя он лупит. Только я не в ту сторону стреляю. Чувак, ты не туда воюешь. Да, он походу свет он не понимает особо. Его надо косой мочить. Ну-ка, если... Ну да. Теперь их толпа. Он, короче говоря, один защищает, да. Он им типа щита ставит фиолетового. Если его замочить, да, эти без щитов уже будут. Это уже получается девятый разнообразие, ну по разнообразию это 9-й моб, который существует в игре. Ну, не густо. Хотя, в принципе, нормально. Так, это же самый Devil May Cry, там, в принципе, такое же количество врагов. Тоже 9-10, не больше. Ну, вот сюда, короче, тогда прыгнем. Ни секретов, ничего, да, нету. Но есть, вижу, впереди сохранение. Давай сохранимся. А вот фонтанчик еще, да, заюзаем. Даже 2. Прям невиданная щедрость аттракцион. Можно, кстати, вкачать что-нибудь. Давай мы, наверное, этим займемся. Да, 10 косарей просто. Чего бы нет-то не потратить. Так, у нас вот дьявольский молот. Вот так. Вот так. А, гулять-то гулять. Вот так сделаем. Ну, приблизительно, более-менее равномерно. Не думал, то, что ересь является смертным. Ай! Я слишком сильно по этим оленям луплю, короче. Они у меня подыкают, я не могу выбрать карать или что-нибудь следующее. Но полоска ХП у меня значительно выросла. Я не знаю, от чего это зависит. Ай-яй-яй. Меня шарики его кусают. Пошел в жопу. Я знаю, это что не то. Тресь. Еще 2. Второй. Ну, лупит его.
Вот здесь вот можно стеночку приподнять? Эй! Пустите меня. Красота какая. Надеюсь, у меня есть время. Стой, вот так вот можно сюда запрыгнуть. Надо только постараться. В принципе, тут что, тут жизнь и магия. И все. Зачем рисковать? Жизнь мы и так выбьем снова. Подохнуть там запросто. Придется заново потом. Ну, полезли. Коль так. Давай вниз. Тут у нас а чё он меня цепляется? Товарищ, мне туда. Я вот хочу фонтанчик заюзать. Ну вот в сторону. Вверх он вверх ползет, а так вправо. Подожди. Потом пытается как-то прыгнуть, он пытается. Нет. Ой, да и ладно, короче. Из одного фонтанчика тут парится прям. Так, вот этот можно разбить. Знаю. А тут у нас вот, пожалуйста, то же самое. Много фонтанов с хилами раздают прям навешивают. Такая милота. Крест вверх ногами еще и горит. В этой части ада Эпикур со своими последователями, что заставляет души умирать вместе с телом, нашли свое место упокоения. Поэт, какие еще грехи я должен увидеть? Этрукс, когда ты придешь к блистательной Беатрикс, ты узнаешь путешествие своей жизни. Но, вкратце говоря, он сказал: не торопитесь, молодой человек, сейчас все будет, надо подождать. Телку увидишь, значит пришел. А то поэму целую тут мне выдал. Так, что-то надо тащить, куда-то что-то ставить, и будет счастье. Вот эти штуки должны сломаться, наверное. А вот этот ящик в середину, да? Ползунки, держите R1, двигатель для заряда ползунка, отпустите для толчка вперед. А может, не надо его толкать вперед? Нет, тут я по-любому под пламя попаду. А так оно вниз. Ну, толкай. Почти. Я немножко его не дотолкал. Давай вот так. Ну что ты, блин, за недотыкалка-то? Вот, почти. Нормально, пройдет, пока прокатил. О, этого можно, кстати, цветом наказывать. Это какой-то другой, он не фиолетовый. Он, походу, из другой банды. О, вот не из такой банды. Intentional. На тебе, падла. Два удара, он холодный. Я не хочу туда падать. Нет, так дела не делаются. Давай что-нибудь дернем.
чему это? Это типа не бойся, беги, да? Блин, опять этот сундук толкать. А, ну ладно, он и так добрался. Так, а что у нас? Вот этого надо, короче, карать. Кавальканте Д. Торговец и банкир Флоренции, который был объявлен еретиком за свои атеистические взгляды. Он находится с другими еретиками в огненных гробницах. Ну, этого бы на самом деле я бы не стал казнить, но просто чтобы для равноценной прокачки придется. Давай. Чувак, я не хотел. Извини. Качнулись. Так, пока шарики летят, надо быстренько проскочить. Оп. Потом сюда. Ай. Чуть-чуть не вовремя. Что-то тут все горят, все орут. Че орать-то? Доктор где? Угу. Чтобы понять загадку, как она работает, надо понять, как она работает. Ага. Подожди, давай вот туда сбегаем. Там ничего не сделать. Это я понял. Давай просто отодвинем. Наверное, вот эта заслонка должна опуститься, по идее, когда я дерну рычаг. Ну, взял ему башку, разбил. Ну, ёптить в каку. Так, и чего? Мужик обратно вернулся. Может, надо... Нет. Для чего-то этот чемодан, ящик нужен. Так, эта штука поворачивается, мужик поднимается. Я понял, что мне туда. А чтобы он не поднимался, надо куда-то ящик поставить, наверное, да? Этого же ящика мне некуда запрыгивать, правильно? Да. Ящик еще пинать можно, чтобы он быстрее летел. Стой, тут какие-то... Нет. Это просто декорации. Может, пнуть по нему? Нет, слушай. По-моему, вот сюда... Нет, он не влезает. Ему бордюр мешает. Давай еще раз дернем. Два подвижных предмета. Вот это вот херня. Заливайка. Стой, там внизу что-то показывается. Там внизу вот под этой статуей что-то есть.
Но я не вижу, с какой стороны. Давай еще раз посмотрим анимацию. По идее, если пнуть хорошенько, то вроде как этот чемодан должен туда попасть. Вот не зря же он тут стоит. От гадалки не ходи, он прям тут нужен. Но из-за великих ракурсов камеры мне туда не попасть. Блин, надеюсь, я все правильно делаю. Либо под вот эту штуку надо подставить чемодан, чтобы она не опускалась, все время лилась. Ну, конечно, сейчас попробую этот теорию. Нет. Давай тогда под этот заливочный автомат ее подпихнем. Не знаю, может прокатить. Я пока ни в чем не уверен. Но вроде по высоте они подходят. Вот как-то так. Вот прямо она в тютельку заходит туда хорошо. Так, она поднимается. Это я понял. Бла-бла-бла. Тут все хорошо. Держи. И толкай. Все. Льется на постоянку. Мудрость Святой Люсии. Ваше уже подошло к концу. Возвращайтесь туда, откуда пришли. В смысле, вообще в самое начало? Ну вы даете. Тащили меня, значит, тащили вперед по уровню. Теперь я, короче, оказывается, должен вернуться. А путь, как правило, назад будет сложнее. Ползи ты, мужик, в сторону. Так. Оп. Проверим, проверим. Ну как же? Вот я думаю, что-то давновато никого не нападало на меня. Ну, как так-то? Ну хоть немного. Быстро размотал. Так, вот да, вот мне сюда. Да. Потом вниз. Ага, я вот здесь прыгал. Все, дошел. Они, наверное, таким образом решили немножко сэкономить ресурсы. Такая музыка эпичная. Ла-ла, ла-ла. Ла-ла. Вот сейчас должны появиться дети кукурузы. Какие-нибудь. И все открылось. Ага. Понятно, значит, зачем это все было сделано. Эта штука теперь, да, горит до сих пор.
Да, у меня получается вниз. Стоять, прыгай. Все. Honey, I'm home. А че он такой тут одинокий? Я уже привык, то, что ко мне толпой нападают. Вон, я тень одну вижу. Он что-то до меня не доехал. Давай. А мне его не замочить. Стой, надо прыгать туда. Я не допрыгну. Туда вообще тоже не попасть. Тут рычагов ничего нету. Да нет. Тихо. Ну вот так. Немного пожертвовать пришлось жизнью. Но я хотя бы забрался. Поехали, поехали. Я развеял своих врагов по ветру. Ну и что? А у нас Халк. Те, кто встанет на пути моей партии... Я не успеваю почитать. Все, кто встанет на пути моей партии, в нее. Но я защищал Франческу в одиночку, когда все решили. Ай-яй, у меня что-то много жизней забирают. Вы так не находите, ребята? Все выключилось и остановилось. А раньше нельзя было это сделать, чтобы я, допустим, урон не получил. Там еще какие-то цепи. Ну понятно. Я просто, получается, с другого ракурса подбираюсь туда. Я, блин, плохо вижу, куда я бегу. Я думаю, в такие моменты должна быть чуть-чуть поактивнее камера. Ну, там, с разных ракурсов перемещаться, все тебе показывать, чтобы ты имел полное, скажем так, понятие, куда ты прыгаешь. Какой скрип противный. Надо было мужика смазать им. Мужик наскрипел сильно. Ну все, мне просто вниз. Ой, наверх. Ну хорошо. А что тебе трясется? У кого-то проблемы с этим, с Паркинсоном? Как-то тут становится одинаково. Очень круто, жизнь не дали. Слушай, а тут вот что? Ями. То есть вот как до этой херни нужно было добраться. Собрал все монетки Иуды. Тоже, наверное, 5-й по счету. Короче, по сути, у нас получается... Да. У нас получается уровень-то небольшой. Он просто какой-то в виде, как трубы какой-то. Он маленький, но вытянутый такой. Если я правильно себе представил это все. Так, дождемся, пока эта штука пролетит. Иначе она приземлится сразу же на нас. Давай.
Ну падайте. Я же говорил, сколько нужно было подождать времени, чтобы она именно на меня приземлилась. Вот уроды. Так, а секретки у нас? Да. Секретки все на месте. Ну, ты запрыгнешь, нет? Так, вот они полетели. В прошлый раз лететь они не хотели. Теперь на меня. Понятно. Там, где отмечено красным кружком, то туда сталактит упадет. Тихо, тихо, тихо. Раскидался. Я всего лишь хотел коврика почесать. Так. Это ломается. Все, да? Зашибись. А куда прыгать-то? О, на самый край вообще запрыгнул. Мне очень крупно повезло. Вот любители они перед носом платформу у тебя убирать. Так, и сейчас тут этот кусок отвалится, да, какой-нибудь? Да. Спустимся же теперь к величайшему горю. Ну давай. Опять что-то брать заново. А секретик здесь находится. Так, давай, наверное, вот с этой стороны будем прыгать. Я ничего не вижу. Все трясется, все меняется, все обваливается, обрушивается. Они тут ландшафты меняют прямо перед тобой. Это тяжеловато. Все, не поползли, да? Некуда там ползти. Так. Вот так клаустрофобия может развиться. Или еще какая-нибудь фобия. Ага, ну все вроде. Видишь Вергилия, значит уже что-то пройдет. Сын мой, в этой последней пещеры есть еще находится один ниже другого, и в каждом полно проклятых духов. Как и почему они попали в заточение внизу? В первом кругу были те, кто применял насилие, а так как насилие можно применять лишь к 3 типам людей, то и разделено оно на 3 круга. Насилие по отношению к соседу, к себе и к Богу.
Ну да, круг насилия. Только, наверное, не насилие, а убийство все-таки. Или как тут все запутано. Ну, допустим. Это у нас куда дорога приведет? Сюда. Хорошо. Так, ну давай этого покараем тоже, наверное. Ну, в принципе, поровну, так что... Аттила, бич божий, устрашающий император гуннов, который, попав в безысходную ловушку среди тех, кто желал кровопролития. Да, покараем. Будь проклят, грешник. Опять собираем мы монетки Иуды. Это сколько у него? У него там, наверное, целый этот, как у Скруджа Макдака, ангар же с этими монетами должен быть. Я их довольно-таки много собрал уже в течение игры. Ну, давай, вот тут надо аккуратно, короче, падать. Приземлился, надо же. Чудо чудное. Отсюда. Тихо, тихо, тихо. Надо раскачаться. Прям по максимуму. То придется заново бежать. Все, попал. И тут тоже максимально. Стой, подожди. Что-то надо разбить. А у него челюстей много. Он должен несколько раз ударить. По-любому. Со всей силы сейчас. Как дадим джазу. Бам. Так. Играем в дровосека. Или топор отвалится, или стена рухнет. По-моему, ничего не произошло, надо до конца отводить. Да, у него топор разрушается. Видно по красным отметинам, чуть выше второй руки. Бац. И ничего смешного. Подумаешь. Сколько крови тут. Кровище. Здрасте. А чё так шумно? Флегетон, река кипящей крови. Ну, здравствуй, Флегетон. Телки на фемид похожи. Тоже с весами на руках. В кругу жестокости находятся те, кто наносил своим соседям раны и доводил их до смерти в этом кольце. Мучатся убийцы и грабители и другие души, обижавшие других. Ну, то есть убийцы, в принципе. Убийство, просто смертный грех, убийство. Понятно. Ну, мне тут, в принципе, собирать это все не обязательно. А, пригодится.
Ля какой. Красивый. Красивый и косой. А, такой себе. С прокачанным крестом это несложный босс. Ой, босс. Несложный моб. Моб. Я понял. Примерно. Надо запрыгивать. И потом туда куда-то бежать. Быстренько. А куда? Куда? Так, я вообще не шевелюсь. Надо вот туда свалить. Главное, их пламя вообще не покарает ни разу. Давай, тебя прощаем. Я думал, Бля, он сносит вообще. Еще один замораживает. Короче, нет времени объяснять. Лупим его как можно быстрее. Так, вот тут какой-то рычаг есть. В принципе, жизнь у меня полная, мне туда ни к чему. Стой. Чуть не свалился. Вот секреточка. Отлично, тут секреты раздает. Прямо вообще по всему свету. Пришел, говорит, я в место, где не было света. Ладно, хоть это, в принципе, недалеко. Ну, поднимайся. Вот взял, падает. Это столь горько, что смерть немногим хуже. Все. С третьей попытки он вспомнил, как добираться. А тут еще что-то есть. А, просто с другой стороны. Ну ладно. Подожди, давай проверим. Я вот эту платформу плохо рассмотрел. Может быть, там что-то есть? Красиво нет ничего. Но уже и огонь особо нас не торопит, так что ничего страшного. Значит, мне вот сюда. Одна поднимается, вторая опускается. Я понял. Так, даем подняться. Не попал. Ничего, сейчас все будет. Забираться не пришлось. Давай немножко посильнее ее подопустим, чтобы было время прыгать. Что это за место? Вернись, Данте, я тебе говорю, как твой друг. Ты еще не готов к этому. Друг? Пока что я был готов ко всему, что ты мог
мне предложить? Ну да, пока вот ничего хорошего он вообще не предлагал. Бежим тут, значит, превозмогаем. Так. Ну давай так. Разок тут и разок тут. Почему бы нет? Так, лес самоубийц. Это, кстати, практически самый, считается у них, получается, самый жесткий грех почти. Раз в конце. Можно наложить на себя руки, но в этом месте те, кто лишил себя жизни, понимают, что сделали это напрасно. И чё? Что лежит передо мной? Смотри внимательно, и ты увидишь подтверждение моим словам. Перекатами надо или так валить? Нет, эту штуку так не завалишь. Ладно, я понял. А, нужно у них корни убивать, чтобы они тебя не трогали, да? Корень завалил и будет свободен. Я понял. Данте! А где корень у этой штуки? Он сам себя хочет, если вовремя не прожимать, он сам себя хочет завалить. Бля, прикольно сделано. То есть вовремя ничего не прожал, он сам выпиливается, потому что он находится в круге самоубийц, в кругу самоубийц. Или на круге самоубийц. Вернее, так даже, да, будет сказать? Так, я этой штуки урон наношу. О, и вообще все вымерли. Тут прям супер удары так и прут. Так, всем раздаем свет, много света. Максимально много света. Все, наверное, да? Пустите уже меня. Но эту штуку можно сломать. Я не знаю, что я луплю, но что-то где-то происходит. Но она не гаснет. Значит, я, наверное, зря лупасил. А, она просто кричит. Короче, я понял, это надо было звуком отбивать этих летающих телок. Не вовремя я увидел эту штуку. Бить начинал, но не понимал зачем. Окей. Я храню ключи к императору Фридриха. Так, давай этого простим. Хотя, в принципе, сейчас поровну. Кто такой? Пьеро де Лавинья. Пьеро де Лавинья. Канцлер Священной Римской империи Фридрих II, и ему не удалось защитить честь своего господина в тюрьме. Разбитый, он лишил себя жизни. Ладно, давай прощаем его. Что делать? Вот подумаешь, сдала у нее психика. Решил выпилиться. Ну ладно. Прощаем. Вот тут шарики появились, которые нельзя нажимать.
И они отвлекают. Ну и ладно. 570. Ну почти средний уровень. mr.тост. Самоубийцу прости, ну это как-то не по-христиански. Да ладно. Ну, не, в принципе, что, я его простил. Но вообще самоубийство считается, по-моему, во многих религиях самым таким тяжелым грехом. What you've done for all these people. I almost feel sorry for you. Типа самоубийц там постоянно же у нас по-христиански хоронят там за городом где-нибудь, там, ну вообще типа не отпевают. Ну там много всяких таких плюшек, привилегий, скажем так, волшебных. Вот надо камень тащить. Поехали. Он сейчас склизкий. Тут кто-то горочку салом намазал. Угу. А зачем? Зачем эта коробка? Ящик поставили, а зачем мне это? Непонятно. Сейчас его на пинковой тяге. Нет. А что этим делать? Ты уверен, что готов к следующему испытанию? Я как пионер, конечно, готов. Надо что-то с этой коробкой делать. Она скатывается. Держи. Держи. А толку? Он вообще ее не прет. Коробочка-то тяжелая. Ой, а надо от нее, я понял. Короче, мы сначала ее оттачим максимально вверх. Вот так вот. Чпок. А потом... он подскальзывается еще. Потом от нее, наверное, надо запрыгнуть. Вот так. Вот так. И... ну... я думаю, должно получиться. Вот так. И... да, нет. И вот, ну почти. Ну да, ты мой старый друг, ты так настойчив. А то ж, я не отступлюсь. Еще и подъебывает. Но он не долетает. Может, магией какой долбануть? Нет. Ой, когда у меня эта хрень появилась? Почему мне никто об этом не сказал? Бля, она свистит, она противно, конечно. Давайте выключим. О, запрыгнул. Ну, слава помидорам. Река Эйртон какой-то. Волшебный диалект. Все. Заглушили мы этот цветок аленький. Так, надо сюда обязательно. Ну как это, никаких секретов? А, я в обход, короче, получается, прошу. Ну, я понял. А вот этот цветок мы не вырубили. Подожди, я тут был. Но пришел я, получается, отсюда. Короче, они меня путают. Данте! Да ладно, ты не ори, ща придут. О, вот эта штука похожа на этот, как он, Комик Зон такая хрень была. Раздаем немного света.
Все, достал. Ну, этого оленя надо, я думаю, покарать. Блин, я опять его перелупил. Какие-то олени нервные пошли. Да, да. Что происходит? А, он хочет выпилиться. Зашибись. Эй. Я не понял вообще. Короче, меня мобами закрыли. Я потом заметил то, что он пытается себя крестом проколоть. Вообще не вовремя, когда на тебя нападает. Короче, стечение обстоятельств. Все, давайте эту пику красную сюда. Она немного на член похожа. Кстати, давненько не было явления сисек. На прошлом стриме я насчитал где-то 18 раз. Сейчас что-то вообще, по-моему, мне одну не показали. Где сиськи? Я требую сиськи. Либо потом отыграются, знаешь, и сразу же много сисек покажут. Либо одну порисуют. В течение получаться. Так, главное, чтобы он смотреть на персонажа, чтобы он не начал выпиливаться. А то этой вот штуки с крестом что-то мне не очень радует. Все. Сколько надо? Почему ты мучаешь меня? Тебе нет жалости? Мать! Нет! Нет! Когда душа покидает тело, из которого она была вырвана, Минос осуждает ее на 7-й круг. Там она укореняется. Приживается, словно побег без тела, только боль. Для нее несправедливо, что другая душа обладает тем, что у нее было украдено. Но тебе здесь не место, мама. Ты умерла от лихорадки. А вот и нет. Походу нет. Батя наврал. Ее сердце только-только избавилось от жара. Она была слабой. Она, короче, мамаша, походу, сдернулась, а батя ему напиздел. Да, вот, пожалуйста. Какая в жопу лихорадка? Она самовыпилилась. Батя лжец. Я презирала жестокость твоего отца. Но я была слишком слаба, чтобы победить его. И я отдала собственную жизнь. А ты познал его. Что-то там... Прости меня, говорит. Это моя вина. У меня не было мужества, чтобы защитить тебя. Можешь ты простить меня? Я должен был, мама. Почему я все потерял? Некоторые люди меняются, сынок. Другие становятся теми, кем были и всегда хотели быть. Беатрис была для меня всем. Почему я ее предал? Для нас уже слишком поздно, сынок. Но для нее еще есть время. Прости меня. Моя душа принадлежит тебе. Я думаю, мы сейчас с мамашей будем биться. Ты должен спасти Беатрис. Она невинна. Не, смотри-ка, мамашу просто простили и все. Ох уж этот Данте, вокруг него все умирают. Вы нашли новую магию, плод самоубийства. Пожалуйста, вводите экран магии, чтобы не снять привязки кнопок. Угу. Да я не пользуюсь магиями. Ну давай мы поменяем, наверное, крест. Вот крест, наверное, самый беспонтовый. Вообще ничего менять не буду. Не принципиально. У меня вон свой крест есть.
Просто вот можно к мобам не подходить. За редким исключением там парочку штук вредных попадается, которых только надо косой разматывать. И все. И как бы все. Ну, давай вот это вот прощаем. Прощаем и отпускаем. Тут... Я думал, мы так же, как и с батей, будем с мамашей биться, но нет. Насилие может быть осуществлено против божества, отвергая его в сердце. И что, мысль-то не закончена. Возмездие Господа нужно опасаться, нет? 7 королей, осаждавших Фивы, обитают здесь. Они не боялись такого отомщения. Опять на середине диалога он слился, короче. Мужик прям это, Фигаро. Мерзостные пески. Я, по-моему, не там сохранился. Или там. Кстати, если они говорили про 7-й круг ада, их 9, ты по мне еще 2 осталось? А, как долбануло. Ну, вроде, если я не ошибаюсь, Игуда должен быть на последнем кругу ада. Он вообще какой-то жаль. Чё говорит, непонятно. Ну, Вергилий, да, он такой, он как будто под этими, под транквилизаторами какими-то. Загадочками все такой разговаривает. Я говорю, я бы с ним не так. Я бы с ним не бухал. Он потому что странный. С ним не попиздеть, не выпить. Брунетто Латиньо, философ и ученый Флоренции, первый наставник юного Данте. Он страдает в 7-м круге ада за грех скотоложества. В смысле? Он дрючил ослика? Скотоложество, но это же, блядь, зоофилия, правильно? Может быть, он кроликов ебал? Я не знаю. Покарай. Нельзя дрючить поросят. Нельзя овечек и коз дрючить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, плохой дядька. Это же животные. Они ни в чем не повинны. Надо вот этого чувака со щитом размотать, потом другим по жопе наебывать. Моя дочка. Такой себе персонаж, короче. Поэтому я его покарал. Це мерзость. Це реально мерзость. Надо вот этого петуха сначала завалить. А теперь этого. Пока у нас олень там в текстурах застрял, я ему по жопе надавал, короче. Это мы делаем. Так, еще один грешник. Ну давай этого простим. Если, конечно, он тоже... Да, видимо, он меня простил, блядь. Я его случайно приземлился ему на голову и потом перепрыгнул в лаву. Так, ты дрючил черепашек? Гвидо Гверра, мудрый воин и лидер Гвельто, который погряз в содомии и кровопролитии. То есть гомик и убийца. А у нас толерантное государство.
Ни хрена, даже 870. Прямо. Все, Добби теперь свободен. Но больше в жопу не долбись. Найду и в следующий раз покараю. Как говорится, приду проверю. Садись на бутылку 2. 30 серебряников, готово. Не, ну по идее круг суицидников мы прошли. Мы, скорее всего, сейчас уже он идет куда-то дальше. На 8-й круг ада. По идее. Хватит, хватит, довольно. Нет, не нам решать судьбу этих людей. Какие души? Вот почему мы сражаемся. Ведь они не мы. Сражайтесь рядом со мной, крестоносцы. Прольем кровь. Язычников. Нечего стыдиться. Их души уже потеряны. Новый моб, кстати, тоже получается где-то 10-й. 10-я разновидность моба. Это крестоносцы. Ну, обычные скелеты просто. Дали им в руки мечи. Тут, случайно не гордыня сейчас будет круг. Я что-то не могу припомнить, чтобы я гордыню проходил. По-моему, гордыня тоже один из таких жестких грехов является. Пчелы. Ох уж эти пчелы. Так, вот опять кривая камера для всратого платформера. Главное не грохнуться здесь. Ну да, первым делом. Прямиком в жопу, короче. Ладно? Я вижу, куда я там полз, а там у нас козел сидит. Отбегаем. Есть еще кто? Надеюсь, что нет. Так, отсюда можно сюда допрыгнуть. Все. Козлину тоже отпускаем. Все, до свидунки. Вот так. Дождь из огня идет прям как этот. Последний день Помпеи почему-то вспоминается. Атмосфера. Ну и чё, мне эту херню с собой тащить? Ну ладно, поперли. Ну да, естественно, они мне не дадут, она сейчас будет лифтом медленно, наверное. Так, все, мужики, свалите в жопу отсюда. Вот вам. Немного свет, а я попер эту хрень наверх. Причем мне сдается то, что они будут респавниться все время. По заданию на скорость. Ладно. Посмотрим, как часто они будут выглядеть. Да. Одного мочишь, и тут же. Точнее, троих мочишь. Сразу вылезай. Не попал, мудила.
Один там тоже застрял маленько в текстурах. Да, вот олень то, что прибежал, это вот вообще не вообще. Давай, олень, свет, короче. По максимуму тут свет раздавать. Как горфеть прям. Все. Пока они тут замахиваются. Вот он, свет немного. Блин, она все едет и едет. Давай вверх. Пошел, жопа, у меня защита. У меня иммунитет. А вот и кончился мой иммунитет. Надо его перелупить, короче, пока он подыхает. Все, я на этой анимации немного времени сэкономил. Давай, давай, да. Я почти наверху. Маленькие прыгучие козявки. Брат, ты можешь, короче, мелкий, тут же большой вылезает. Да пошел в жопу. Я занят. Я занят, позвоните позже. Не дает. Пошел нахер от меня. Давай, чуть-чуть осталось. Да, я на месте. Ты чё? Что назад-то катится? Мы так не договаривались. Ну, и чего? Подожди. Может быть, где-то что-то... А, вон, я понял. Надо вот тудым, потом сюдым. А то с ними так можно вечно биться. Неугомонные ребята. Блять. Какого хера я упал вообще? Пошел в жопу. Все, бежимте. А вот ты не угадал вообще. Я даже не понял, как я в прошлый раз-то упал. Ощущение, что какой-то лебрекон орет в ухо. Что там на английском? Непереводимый диалект. Сохранение. Мерзкие пески продолжаются. Ну давай еще одну охуительную историю послушаем. Флегетон. Третья река в аду. И что? Откуда плывут реки? На острове Крит есть гора под названием Ада. Когда-то обильно орошаемая, но сейчас бесплодная. Внутри стоит большая фигура старика. Его голова выполнена из золота. Его руки и грудь из чистого серебра. Чресла из меди. Низ из железа, за исключением правой ступни, выполненной из глины. Его катящиеся слезы катятся водопадом, наводняя пещеру. Они падают со скалы на скалу в эту долину, где они образуют Ахерон, Стикс, а здесь Флегетон. То есть стоит мужик, видит статуи, ноет, и у него железный член. Я понял. 3 реки. Здрасте. Это его Франческо, мой брат. Ты
Это ты так со мной сделал? МР.Тостер. Постой. Да история под стать рассказчику. Ну да. Ты не заслуживаешь быть рабом ни моей сестры, ни ее повелителя. Готовься заплатить за содеянное. Франческа, нет! А чё Франческа не может? Тут-то у него чип. Так, я понял. Бля, вообще, я что-то маловато ему слышу. Давай вот так сделаем. Гиперскорость. Бля, как я ему куда по жопе надавал. Планшетка. Походу первый серьезный бот. Надо вот этих вот ребят подвалить немножко. А, ну слушай, я его сейчас в креста уже развалю. Так-то гораздо проще. Давай. Да, он себе восстановил щит. Надо щит разбивать. Тихо. И все. Ну дайте его заносить-то. Бля. Они толкают из стороны в сторону, он сейчас встанет. Вот, суки, пошли в жопу. Я не успел. Тут слишком много. Надо от этой мелочи избавиться. Ну, давай, вали его. Бля, он себя отпиливает, походу, еще падла. А чё мне жизни не распыть? Бля, он достал даже отсюда. Пошел, бля, мне реально одна подача осталась. Пипец, сам ты пёс. Так, чё прожимать? Кружок. Топим кружок. И все. Реликвию. Вы нашли новую реликвию. Прощение, наверное, Франческо. Класс ему подбил и кортик отобрал, короче. Наши дела исполнены во имя Господа. Почему он нас оставил? Во имя Господа? Убийство — единственное, что есть во имя убийцы. Искупи свои грехи, брат. Используй мою душу с умом. Беатрис, сестра. Сестра, брат. Брат, не убивай, брат. Что хочешь, сделай. Гирион вернулся. Поехал. Кстати, надо бы качнуться. Давай-ка, чтобы раздавать хорошенько, да? Мы сейчас еще качнем. Вот так и вот так. Божественная броня. Регенерирует здоровье. 3 штуки. А что по деньгам? 4 стоит. Не хватает? Давай так-то. Тихапочку оставим на закусон. Прям вот под губу можно положить, под щеку. Петелечку. Пригодится. Так, где там урод? Тихо, иди-ка сюда. Круглучи еще пидор.
Давай-ка тебя. Тихо, 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 не психуй. Вот так тебе. Я бы его вообще, в принципе, с этого лифта бы скинул, чтобы он того самого пошустрее летел. Теперь их двое. А нет, уже двое мне встречалось. Я его добить хотел. Или что, это так не работает, пока он в закрытом состоянии? Зашибись, еще этот урод на них защиту наложил. Ладно. Ну, хоть отхилили. Мне еще какая-то шкала добавляется. Вторая. Я не знаю, что там он, что растет. Когда, наверное, вырастет, то, наверное, не покажут, что прожимать. Обман. Это 8-й, по идее, круг. Типа ложь. Ладно. В аду есть место, которое называется Страшные ямы. Варвары, выходите и сражайтесь. Это моя телка катается. Беатрис, это ты? Любимая, я пришел за тобой, как и обещал. Я не хочу видеть твоих страданий, но ты не оставил мне выбора. Я совсем не тот, кем кажусь. Не может быть соперником. Люцифер запрещает это. Ты не должна подчиняться ему. Вернись ко мне. Смотри на 10 кругов обмана и лжи. На те, кто нарушили доверие и любовь. Они будут вечно мучиться в этом месте. Малакода, покажите нашему гостю внести флюген Киганин. Он прям просто один в один. Будет находиться вечно. 11-й мод, интересно. Да, его надо, короче, еще косой подбивать. Правильно? Не могу понять, наношу ему урон или нет. Так, R2, да, наносил. Прощаем. Давай тут сохранимся, да? Ну это же быстро происходит. Просто если что, несколько раз не проходить это все дело. Не, ну что тут особо, тут я смогу грешников, ну точнее, особо тут я не наложница, я гитара. Так, а вот это будем карать уже. Мы, гетеры, являемся женщинами известными, танцами и музыкой. Да, почитаем про нее. Проститутка Таис. Некогда красавица, теперь пораженная горем, она получила удовольствие, глядя, как мужчины убивают друг друга за шанс спать с ней. Он здесь за свое тщеславие. Но я бы на самом деле ее простил, потому что, ну, она просто проститутка, у которой головка вау просто. Ладно. Те женщины используют слова.
Это не отмазка. The only way to survive. Поровну теперь у нас и то, и другое прокачано. Тишина какая-то подозрительная. Сейчас по-любому все начнется. Ага. Здрасте. Мне там хилиться не надо? Не, ничего не надо. О, паучков каких. Не, ну в принципе этот круг самый такой, по-моему, какой-то вот вообще нейтральненький. Довольно тут. Сводники и соблазнители. Позволь взгляду этих туш поразить тебя. Ниже находятся соблазнители. Ну окей. Давайте, наверное, прервемся на 3 минутки. Сейчас подойдем. Приступаем. Продолжать. Продолжаем приступать. Короче, надо прыгнуть на ту платформу. Причем быстро с нее перепрыгнуть наверх. Давай быстрее. О, чуть не улетел. Здрасте. Бесконечная магия. Убейте всех врагов с бесконечной манной.
Бонус. Пройдите менее чем за 75 секунд. Давай попробуем. Прям бонус. Show us what you're made of. Прям люто будем их разваливать. Сколько? 70... всех врагов за 75 секунд. Зашибись, ребят. Я, походу, не успею. Сколько времени? 30 секунд. Ну, уже 20 почти. Это странно, нет. Испытание успех, бонус успех. Странно, они такие испытания выкатывают в конце игры. Почти. Да, сейчас меня это... Я думал, она меня хочет придавить. Ползти просто. And I'll give you the papers. I'll tell you everything. Писали бы субтитрами, что они там болтают. Не все слова разобрать. Сохранение немного жизни. А мне нужны жизни? Нет. Ну, почти. Давай ты не сопротивляйся, все равно пройду. Льстецы, души, которые находятся ниже, тушатся в человеческой нечисти. Это кара за лесть. Угу. Обманывают. Да. Stewed in human filth, suffer for the crime of flattery. Подождем. Давай, закрывайся. Йоу, Джеронимо. И чё? 100 комбо. Наберите 100 комбо ударов. 30 секунд. Ну, вы, блин, даете. 15 минут, 16, 23. 30-ничек. 39. 47. 53. 66. Давай, торопимся. 8. 7, 85. Давай, чуть-чуть. Давай, сладка, есть. В последнюю секунду. Последнюю просто. Давай, все души меня. Прям просто вот ни одной секунды еле как хватило. Окей. Че, упадет же? Здесь живут несчастные после своей смерти. Здесь живут несчастные люди-дикари. Ну, хотя бы испытания заново проходить не надо. Спасибо и на этом. Так, приготовились. Да. Стенка одинаковая. Я не видел. Давай сейчас до упора. А, нет, до упора бежать не получится.
Все, получилось. Покилимся хоть, это и не надо. Вдруг там чуть-чуть здоровья не хватает, пригодится. Так, ну по логике вещей у нас сейчас следующие будут грешники. Симонисты. Ниже находятся святейшие папы, те фальшивые люди, за которыми вы так рьяно следовали. Бати, которые обещали отпустить им все грехи. Там, я думаю, политики должны находиться в этом кругу ада. Убить в воздухе. Убейте 5 врагов, находясь в воздухе. Пройдите меньше, чем за минуту. Вот и все. Они еще не мертвы. Ну, я не знаю, по-моему, я не пройду это. Я, конечно, попробую. Не, я ни одного не убил. Потому что тут летающий кто-то. Странно, я нахожусь в воздухе, но никого не убиваю. 15 секунд. Не, если бы были летающие, можно было бы вообще просто с одного прыжка всех завалить. Не получится это пройти. Давай, караем. Ну, хоть так поглубился. Я так понимаю, что они так и будут появляться, пока я не... Ой. Нет, слушай. Мне надо их подкидывать. Вот, допустим. Да, нажмите, держите, бросить врага в воздух. Но это жирный, я его не замочу так. Да, блин. Да, они меня окружили и рубцуют потихоньку. Ты смотри какие. Давай так. Так, нажал. Нажал и держим. Да дайте его ударить-то. Задолбали. Ладно, чего мудовая хрень, а? Только замахивается, тебя второй мочит, а? Ты смотри какие. Пошел, вот. Почему не подкидываешь? Ты подкидывай ты его. Вот он сам подпрыгивает и все. Один. Я понял. Короче, добиваем козлов. Вот так. 5.
Нет, он так умер. Ну. Давай, мелочь вот так разваливай. Разойдитесь. Так, тихо. Главное его сейчас... Блин, я его перелупил опять. Но... Почему мудацкое испытание, а? Давай. Он опять подох. Он опять подох. Да что ж такое? Так, давай. Пам-пам-пам-пам. Где он? Я не вижу. Вот, подкидываем. Блять, он его убивает просто. Стреляй, ну. Опять я его убил. Раз, два, три. Так, раз. Блин. Раз, два, три. Вот он бьет слишком сильно. Ну, второго как-то мне зачитали каким-то образом. Давай так попробуем. Раз уж крет слишком сильный. Давай так. Бля. Отстойное испытание. Ну, куда ты комбо-то продолжаешь? Может, на маленьких получится. А почему он больших не подкидывал, маленьких не подкидывает? Ну, должен же. Даже не буду перепроходить, пытаться. Ну, давай. Так, надо с засады выйти. Еще разок. Только не подыхай. Раньше времени. Все, опять, наконец-то. Блин, ну испытание, конечно. Задолбали, честно слово. Коленки сейчас порвем немножко. Опять предъявит. А, штаны порвал. Грешник. Кстати, давай этого прощаем. Кто такая? Терезий, слепой провидец Фивы, осужденный на 8-й круг обмана. Он менял свой облик, становясь то мужчиной, то женщиной, потворствуя своим прихотям. Короче, трансгендер. Ну, прощаем. Давай трансгендера простим. Хамелеон, короче говоря. Прощать сложнее, чем карать.
870 бонусов. Плохо. Вот теперь поровну. Аминь, говорит. Давай похилимся, если надо. Так, сколько народу положило? Что-то всего 6 косарей. Так, ну давай по одному, наверное, приобретем. Вот это вот. И вот здесь первое. Божественная броня. Ну я понял, что я качаю. Сколько денег, кстати, осталось? Соточка вообще. Хорошо. Так, ну 3 получается этих мы прошли. Волшебники. Если бы только фальшивые пророки смогли увидеть твое будущее. Блин, еще одно говное испытание, да? Что требуется? Оставаться в воздухе. Оставайтесь в воздухе 8 секунд. Бейте 2 врагов при выполнении испытания в воздухе. То есть то, что я их подкидывал тут во все, этого было мало, да? Подкидываем. Испытание, успех. А бонусов не получил. Надо было врага в воздухе замочить. Ладно. Хрен бы с ним. Опять, ну что за идиотизм вообще? Опять в эту дырку надо прыгать. Где она? А, она опять справа. Они бы еще меньше щели тут сделали, в которую протиснуться можно. Ну так, чисто для прикола. Все. Попал я в эту проем. Тихо, 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 тихо. Буквально пару раз на кнопку нажимаешь, он там начинает просто вовсю спамнить этими ударами, там все фигня. Прям боец, короче. Так, ну тут были волшебники. Листицы, волшебники, политики. О, вот они. Кипящая смола политиков среди наилучших лгунов. Еще одно испытание. То есть фактически всех лжеполитиков ждет круг в аду. Защитите невинных, уничтожьте всех врагов и защитите человека. Бонус, сохраните жизнь всех невинных. Ну, я понял. Давай попробуем. Если они только в этих углах будут появляться, то вообще не вопрос. С косой это было бы сложнее сделать. По-любому. Либо если крест не прокачанный. А так просто стоит в середине и мочишь. И все. Они тут об стенки сами выпиливаются еще. Вот так вот даже встать. Чтобы поудобнее было им раздавать. Кстати, их больше побежало уже. Уже по 2 бегут. Я просто
просто с любой точки поля их так могу достать. Удобненько, что могу сказать. Ты уже забыл, как выглядит правда? Да нет, не забыл. Он, хожу, тут правду всем раздает. Как прокурор. И вам немножко правды. И вот вам немножко правды. И вот вам опять правда. Хорошо, что я своими выстрелами не могу вот этих обычных людей за это заносить. Кстати, а что они делают тут на 8-м кругу ада? Если они живые, что они могут делать? Не работает логика тогда. Подставлена, скажем так. Экс. О, уже по 3. Ай-яй-яй, там один бежит. Стой, стой, стой. Одного замочил. Испытание успех. Но одного успели все-таки замочить. Короче, 50 на 50 успеха. Да, так жутко кричит просто. Так, примерно вот сюда надо падать. Вот так. И теперь, ну, теперь лучше видно. Вот так. Угу. Вот так. Сколько кругов, ну, точнее не кругов, а под кругов там под уровней с лжецами. То есть много очень разновидностей лжецов. И волшебники, и политики, и льстецы там. Первый, не помню, что за круг, лицемеры. Данте, ты дома вместе с лицемерами в этой 6-й канаве. Лицемеры будут. Ну а тут чем озадачит? Что надо? Без магии убейте всех врагов, не используя манну. Да запросто. Пройдите меньше, чем за минуту. Это все, на что ты способен, вот как ты жалеешь. Я вообще манну не использую. Я почти всю игру без использования манны прошел. Так, тут надо... Где он? Вот он. Дайте к нему пройти. Дайте к нему пройти 20 секунд. Они окружили, не дают к нему подойти. Стоять, сволочь. Да, вроде получилось. Да, все. Этот он не засчитает. Отмена испытания, побег. Слушай, ну, потом продолжится это испытание? Ничего не понял. Давай, квадрат, треугольник. Надо действовать, когда показывают. Квадрат, треугольник и круг. Ты у меня все украл. Я ничего не воровал. Разве нет?
тетя не права. Это же Беатрис со мной базарит, правильно? Джеронимо! Так. Это получается седьмой, да? Седьмая комната. Воры. Вечно окутанные змеями, воры страдают ниже. Хорошо. Пусть страдают. Теряя здоровье. Убейте всех врагов, пока здоровье не истощено. Бонус. Пройдите меньше, чем за минуту. В смысле, мне нельзя здоровье терять? А, у меня и так просто теряется здоровье. Просто пока ты живой, ты должен всех завалить. Тут тебя еще враги атакуют. Замечательно. Ладно, вроде полоска длинная. По чам я раздаю. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько себя ведет. Так, вот, я могу с помощью этих еще козлов хилиться. Ладно, полежи пока. Отдохну. Все. 8, 7, 6, 5. Не, я, наверное, тех не успею. Нет, успел, смотри-ка. 2 секунды оставалось. 2 секунды. Я все боюсь, что меня придавит этим мостом просто. Давайте лифт мне сюда. Кататься буду. Я понял. Кататься не выйдет, наверное. Что, где я нахожусь? Дай, быстрей, 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 быстрей. Все, вроде ушел от этого лифта зловещего. Лифт похоже... Ай-яй, тихо, тихо, тихо. Лифт похож на давилку. Сейчас он как грохнется на меня. Давай-ка похилимся. Не, ну хорошо то, что сохранение есть и всех дел как бы. Если проиграл, недалеко бежать. Я сохранился? Да. Советники зла. Оставайся здесь и пообщайся с ненастоящими советниками. Что это имелось в виду? Что значит ненастоящие советники? Последнее испытание смотрим. Будем завершать стрим. Без блока. Убейте всех врагов, пока нельзя блокировать. Бонус. Пройдите. Ну, ладно, не вопрос. Я не знаю, как насчет с крутящимися. Я как бы особо, конечно, их не блокировал, но вот то, что они крутятся, это не есть хорошо. Так, пока он тут беснуется, мы его завалим. Хватит крутиться, чувак. Ну вот все, вот я их договорил. Женщины, до свидания. Да, и женщины, женщины. Все, успех. Чудо чудное и диво дивное.
Окей. Меня тут ничего уничтожить не попытается? Понятно. Надо падать в самом конце проема. Вот туда ползем. Падаем и зацепляемся. Так, еще надо ниже. Еще ниже спускаться. Да, вот тут. Ну все. R1. Летимся. Сохраняемся. Сколько у нас лжецов будет, неизвестно. Поэтому, ну, стрим надо завершать. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем отвечу. Всем удачи. Крепкого здоровья и пока.